Всем добрый вечер. Итак, друзья мои, я сегодня хочу поговорить с вами об одной теме, которую мы не затрагивали еще. Точнее, говорили, но поверхностно. А сейчас хочу вам объяснить очень многое, что не объясняется обычными словами, но попробуем донести до вашего сознания то, что я хочу сказать. Нам кажется, что мы рождаемся в этот мир, проживаем свою жизнь, уходим, и на этом все. Вот, собственно, наша жизнь, наша судьба и более ничего. Дорогие друзья, до того момента, пока вы проживете той жизнью, которой вы живете сейчас, вы проживаете много жизней. И это совершенно не связано ни с реинкарнацией, ни с перерождением, ни с переселением душ. Абсолютно нет. Мистика необъяснимая. Все необъяснимое мы называем мистикой. То, что не можем понять, то, что не можем логически объяснить ни себе, ни другим, мы говорим, что это всего лишь какая-то мистика, аномалия. На самом деле в мироздании нет аномалий. Все, что происходит, все, что мы видим, все, что мы чувствуем, это все закономерность. Ничего сверх законов Вселенной и мироздания не существует. Все, что есть, все имеет свое происхождение, все имеет свою функцию, свой, скажем так, смысл существования и логически объясняется. Только не всегда мы можем это себе объяснить. Я затрагиваю темы, о которых очень мало кто говорит. А говорят мало, потому что не знают, что сказать. Ведьмам очень многое ведомо и дано. Они смотрят вглубь человеческой психики, сознания, жизни, судьбы. Кроме всего прочего, некоторым из них даются очень сакральные тайны Вселенной, и то в очень малом количестве. Мы живем одной ли жизнью? Нет. Мы живем многими жизнями. И в конце концов, из всех этих жизней мы выбираем ту жизнь, которая нам ближе по духу, и нас переносят в сознание этой жизни. И мы оказываемся в той жизни, в которой мы сейчас живем. Многие скажут, а как же люди, которые, например, проживают более, такие страшные, обстоятельства. Неужели они выбрали эти страшные обстоятельства? Да. Если из всех жизней, которые им предложили, это был самый легкий вариант, то они выбрали вот этот вариант. Либо выбранный ими вариант жизни привел их к этому, но изначально выбор был за ними. Мироздание держится на здравом уме и на свободе выбора. Каждый из нас вправе выбирать. И эта свобода выбора у нас есть. Поэтому, когда спрашивают, судьба ли мне быть с этим человеком, я говорю, есть два варианта судьбы. Ты будешь с ним, и у тебя будет вот так, либо ты будешь не с ним, у тебя будет вот так. Выбирай, какой из них ты хочешь, какой из вариантов тебя устраивает. Это не просто так сказано. Нам кажется, что за нас все решено. Многое за нас решено, но у нас есть право протестовать это и поменять. Все, что нам приходит, это все приходит
от законов мироздания. Те же законы суда. Протестовать решение, подать жалобу, апелляцию и все прочее. Это не с воздуха берется, дорогие друзья. И не человек это придумал. И все мистические книги, и все необычные произведения. Это все берется с пластов мироздания. Там эта информация. Это не с воздуха. Следовательно, если человек может опротестовать несправедливый суд над ним, который произошел в мире, в земной жизни, значит, у человека в подсознании есть такой момент опротестовать ту судьбу, которую ему дали. Не соглашаться с этой судьбой, не хотеть. Прежде чем мы проживаем ту жизнь, которая у нас сейчас, вот эта материальная жизнь, которую мы помним, видим, понимаем, мы проживаем множество других жизней. Эти другие жизни нам приходят иногда во сне. Мы видим себя в какой-то другой обстановке. У нас другие дети. Мы живем другой жизнью, у нас другие родители. Кто-то скажет, это просто сон, игра воображения. Нет, дорогие друзья, потому что потом со временем мы начинаем понимать, что это не просто так нам приснилось. Иногда нам снятся люди, которых мы не знали никогда, и через некоторое время мы этих людей встречаем. Мы начинаем с ними дружить. Нам иногда снятся мужчины, которых мы никогда не знали. Эти мужчины потом приходят в нашу судьбу. Имеется в виду женщины. Или наоборот. Мы видим ту жизнь, в которой были с этим человеком. И еще не знакомы мы с этим человеком, а он нам снился. Во всех деталях его жизнь, его профессия. Через некоторое время мы с этим человеком встречаемся, снова сходимся. И очень может быть, что мы уже жили с этим человеком. Но нам дали второй шанс, видимо, наша любовь была очень сильной, нам дают еще один шанс быть вместе. Очень часто люди говорят, мы в детстве, вот мне в детстве приснилось, что я его жена, что у нас дети, все такое, а потом через много лет это повторилось, мы правда поженились, и у нас дети. И очень много того, что я во сне видела, вот именно так и произошло. Можно приписать это к вещим снам. Но вещи сны, как правило, предупреждают о чем-то, что-то говорят, что-то показывают. Но детально всю вот такую жизнь, полную судьбу проживания с человеком в вещих снах редко бывает. И вообще зачастую вещи сны снятся именно к одному событию, к чему-либо. Как так происходит? Вы жили уже с этим человеком? Когда? Вопрос. Прошлой жизни? Нет. Прошлых жизней нету. Вот как раз отсюда и есть заблуждение о прошлых жизнях. Некоторые идиоты иногда пишут: вот вы говорите, реинкарнации нет, ада нет, рая нет. Во что нам верить? В инопланетян? То есть вы хотите, чтобы вам что-то предоставили, чему вам верить, или вы сами хотите до истины докопаться? Ад есть. Ад – это нахождение на этой земле души, когда он мучается, не может найти покой. Рай есть, когда поднимается душа, и его подпитывает энергетика, и его потомки. Чем сильнее его род, тем сильнее он там находится. Вот он, рай. Это все есть не в вашем представлении, не так, как описывали, не так, как вам говорили. Совсем по-другому оно есть. Но это есть. Точно так же есть и несколько жизней, которые мы прожили. Дорогие друзья, понятие дежавю тоже говорит о том, что вы прожили уже одну жизнь, теперь вы живете другой жизнью.
Понятие дежавю может говорить о памяти предков. Понятие дежавю может говорить о том, что вы, будучи еще душой, находились на земле, еще сущностью. Вы эти места знаете. А потом, когда вы родились, просто ваше подсознание не может вспомнить, когда это было. Но оно было и не может объяснить. И вот отсюда дежавю. Я здесь уже был. Но вы, наверное, спросите, когда же мы жили тогда, если у нас одна жизнь? Жили в других измерениях. По-другому жили. Вы знаете, дорогие друзья, для Вселенной, для вселенского разума наша жизнь – это буквально несколько минут. Это нам кажется, что мы живем долго, что мы проходим определенную дорогу жизни, что проходит время. Для Вселенной наша жизнь – это несколько минут, если не меньше. Есть основная жизнь, а есть жизни до основной жизни. Об этом понятии говорю не только я, просто об этом говорится мало, и редко кого интересовала эта тема, и мало кто затрагивает эту тему. Может быть, это делается именно теми силами, которые правят миром, чтобы люди особо не вникали в это все и не задумывались о том, что наша судьба, наша жизнь не единственная на этой земле. Человеку дают прожить несколько жизней. А как так происходит, вы спросите? Ну вот наши родители не могут, скажем, вспомнить случаи, чтобы мы куда-то исчезали на несколько лет. Потом появлялись. Мы родились и живем, как жили всегда. То есть никаких мистических событий, исчезновений в нашей жизни не происходило. Когда же мы успели жить этими жизнями? Дорогие друзья, ваши родители и окружающий мир будут помнить то, что нужно тем силам, которые руководят нашей жизнью. Это нам кажется, что мы вот сейчас, в данный момент, вот только встали, мы спали, да, мы пошли делать кофе. Это мы так думаем, наш разум. Наш разум способен побывать в разных местах. Разум имеет такую особенность перестраиваться. Разум иногда живет своей жизнью, не считаясь с нами. Есть параллельные миры. То, что мы с вами твердый материал, нам кажется. Очень может быть, что вас как таковой не существует. Сейчас я вас запутаю и испугаетесь. Пугаться нечего. Вспомните фильм «Адвокат дьявола». Ведь каждое произведение, оно не просто с воздуха берется. Каждое произведение о чем-то говорит, намекает человечеству. А знания даются откуда? Вот, я вам об этом говорила. Вспомните, когда молодого адвоката внедрили в некий процесс, и он прожил эту жизнь. И когда он решил, что ему это не нравится, он не захотел этой жизнью жить, он просто вернулся в свое судебное заседание, откуда, собственно, это и началось. То есть ему показалось, что это всего лишь какое-то видение, бред какой-то. А на самом деле он прожил эту жизнь. Он прожил и отказался от такой жизни, он не захотел. И его вернули обратно, дав ему еще один шанс, теперь уже предложив другой вариант жизни. Точно так же происходит и с вами, и происходило. И те жизни, в которых вы побыли, они вам, видимо, чем-то не понравились. И вас вернули обратно в эту жизнь. Те жизни к вам приходят во сне. Вам иногда кажется, что вы
это место уже видели, что этого человека вы знаете. Помните, такое ощущение, что я тебя всю жизнь любил. Или что мы с тобой не первый год женаты. Люди иногда десятками лет живут вместе, а чужие люди. А есть люди, которые всего-то неделю повстречались и словно созданы друг для друга. Они друг друга привычки знают. Они чувствуют друг друга. Это роковая любовь. Но кроме прочего, это говорит о том, что эти люди были уже вместе. Были, потеряли друг друга и начали снова искать. Им дали снова шанс быть вместе. Еще одну жизнь им предоставили вместе. Дорогие друзья, кто-то скажет, но если бы это было так, ведь окружающие бы сказали, что вот ты жила какой-то жизнью, это же какое-то наваждение, бред какой-то получается. То есть мы какими-то жизнями жили, а окружающие это не заметили. Окружающие могли заметить, даже могли быть участниками той жизни сами. Но в какой-то момент силы мироздания возвращают все на свои места или меняют карты. И все окружающие будут думать так, как нужно. Эта память о прошлой, той жизни, которой они жили, останется только в подсознании. Вот и все. Им будет казаться, что это всего лишь бред, это всего лишь какое-то наваждение, просто видение какое-то, сон какой-то они видели. Они забыли об этом, махнули рукой и пошли жить дальше. Многие люди говорят, у меня такое ощущение, что я не с этого мира, или это не моя жизнь, как будто я проживаю чужую жизнь. Вот не моя она. Я чувствую, что у меня совершенно другая должна была быть жизнь. Мне это не подходит, оно не мое. Человек скучает по той жизни, которой жил еще до этой жизни. Еще раз вам говорю, это не реинкарнация, это не переселение души, это не чего-то еще. Человек рождается и проживает несколько жизней. Родителям вашим кажется, что вы были зачаты, родились, они вот вас взяли с роддома, привезли домой. Потом вы выросли, закончили школу, университет, вышли замуж, родили своих детей и так далее. Это им кажется. Точно так же, как кажется, что они живут только одной жизнью. Вот они сошлись, родили ребенка и так далее. Им тоже это кажется. Мы будем думать так, как нужно силам, чтобы мы думали, дорогие друзья. Мы не можем понять, откуда у нас некие видения, откуда у нас определенный вкус к чему-то, откуда у нас любовь к определенному народу тянет вот именно туда. Нам почему-то кажется, что если бы мы родились вот в той-то стране, нам было бы лучше. Мы тянемся именно к той культуре. И не можем мы это объяснить. А почему? Мне вот это нравится. Я вроде родилась в России, а вот мне как-то тянет вот туда. Вот оно мне ближе, дороже. Не знаю почему. У человека иногда бывает чувство вины, что он как-то хочет быть другим. Он не такой, он не здешний. Вот не может он с этим народом найти общий язык. Ему здесь не нравится. И стоит ему попасть в те края, и он собирается переезжать туда. Ему там удобнее, приятнее жить, чем здесь. Как будто он с ними уже жил и знает, как себя вести. Вот его место там, понимаете, а не здесь. И начинается, вот вы в прошлой жизни там жили там, не знаю, в каком-то, не знаю, в Бангкоке, где-то еще, поэтому вас туда тянет. Не прошлой жизни, которая была после смерти или до вашего рождения, а в этой жизни. В различных измерениях человек живет. У него несколько жизней, несколько судеб. Он проходит несколько жизней. Ему дают несколько вариантов жизни. И если он не хочет, не желает, не свыкается с одной жизнью, его переносят в другую жизнь. Есть определенное количество жизней, у каждого свое. У каждого рода, у каждого человека, у каждой личности есть определенное количество шансов жизни. А что думают окружающие, что никто не заметил, как вы с одной жизни перешли на другую жизнь, было бы смешно, если бы они заметили. На это существует сила мироздания, которая стирает ненужную память и оставляет только воспоминания
глубоко-глубоко в подсознании. Не было у вас случаев, когда вы во сне видели свою семью, абсолютно других родителей. И, может быть, в этой жизни к вам родители относились или относятся холодно, а вот там, где вы увидели вот это живой сон, просто, можно сказать, полуявь, видение, там у вас любящие родители, другие дети, другой дом. И вы просыпаетесь с жуткой тоской, что вы там оставили родных. Ощущение. Со временем это проходит, конечно, вы внушаете себе, что это вам всего лишь показалось, что на самом деле это не так, естественно, у вас другая жизнь, но внутреннее чувство настолько сильное, что вы готовы после этого сна плакать. Вы хотите домой. Вон там ваши родные и близкие. Это та жизнь, которая была до этой жизни. В другом временном измерении. Вы это прожили, дорогие друзья. И остается основная жизнь, в которой человек доживает свой век и уходит. Но Вселенная, прежде чем дает эту основную жизнь человеку, он дает несколько жизней. И эти несколько жизней остаются у нас только в подсознании. Именно поэтому, когда мы встречаем человека с той жизни, которой мы уже жили, нам кажется, что мы этого человека знаем хорошо. Мы иногда говорим: я уважаю такой тип людей, я вот люблю такой тип людей, или мне вот нравится, когда человек вот так себя ведет. Откуда мы можем знать? Жизненный опыт. Согласна. Но жизненный опыт до конца нам не показывает, как ведут люди того или иного типа. Значит, мы с этими людьми сталкивались уже. Мы уже видели их действия. Мы уже знаем, как они себя ведут. И поэтому нам такой тип врезался в память, в подсознание. И вот такой тип человека нам нравится. Любовь, дружба, которая несколько раз встречается в этой судьбе, в нескольких жизнях. В одной жизни мы с этим человеком дружили. Мы можем найти этого человека и в другой жизни своей. Точно так же найти его, снова подружиться с ним. Снова знать этого человека. Потому что эта дружба, видимо, была настолько крепкая, сильная, настолько нам подходила, что мы в другой жизни тоже его нашли. Только есть один момент. Тело у нас одно, а жизни эти мы проживаем в подсознании. Наш разум это проживает. И если человека устраивает эта жизнь, то он доживает эту жизнь и телом, и сознанием. Если не нравится, его сознание переносит в другую жизнь. А окружающие подстраиваются под это. Понимаете как? Это как лего. Тебе создают жизнь, и вокруг все подчиняется той жизни, которую тебе создали. Подыгрывают все. Они как декорации к основному сценарию. Для чего дается человеку несколько жизней прожить за одно рождение? Для того, чтобы набраться опыта, для того, чтобы набраться мудрости, для того, чтобы набраться навыков и свою основную жизнь, окончательную, в которой он доживет и умрет, чтобы эта основная его жизнь была намного, насколько возможно, яркой, насколько возможно, интересной, плодотворной, и чтобы человек оставил после себя след. То есть мироздание справедливо. Она дает человеку несколько возможностей себя проявить, а потом дает ему основную жизнь. И та жизнь из тех всех жизней, которые он прожил, которые ему больше всего нравится, эта жизнь ему и дается окончательно для того, чтобы в этой жизни он прожил и довершил
когда мы говорим, одной жизни мало для того, чтобы это все перенести или пережить. Когда мы говорим, я не знаю откуда, но во мне есть такая сила, словно я вот эту боль уже переносил, и вот я снова смог это перенести, как бы мне это легко далось перенести, как будто я уже переносил эту боль, хотя это первый раз. Это все из прожитых тех жизней, которые вам были даны как вариант вашей судьбы. Эти жизни протекают очень быстро для Вселенной. Это может быть несколько минут. Нам кажется целая вечность. И вот все эти жизни – это опыт, который мы приобретаем. Поэтому, дорогие друзья, Вселенная, она справедлива. Она всем дает наравне просто равные правила игры. Как ты используешь эти правила для того, чтобы после тебя что-то осталось в этом мире, чтобы ты был удачливый человек и ушел из этого мира довольный собой и жизнью, это зависит от тебя. Каждому дается определенный шанс. Если человек ни в одной из этих жизней не смог достичь и не захотел чего-либо сделать, то его основная жизнь, окончательная, жалкая и неплодотворная. Но если человек из всех этих жизней вынес определенный урок и свою окончательную жизнь прожил очень ярко, значит, он сам этот выбор сделал. Потому что ему, как и всем остальным, были даны равные возможности. Понимаете меня? Тема очень сложная, но для развитого разума оно может быть понятно. Если анализировать, вспомнить, обдумать, то вы поймете, о чем я говорю. Многие из вас, которые сегодня дружат между собой, очень может быть, что дружили в той жизни. Многие пары, которые встречаются сейчас и счастливы, в тех жизнях, которые были им предоставлены, уже были вместе. Поэтому они сейчас и счастливы, что они на своих ошибках научились беречь это чувство. Сейчас они оберегают друг друга и боятся потерять. Знаете такой момент, когда люди жутко боятся потерять друг друга? Почему-то у них такой ужасный страх остаться вот без него. Потому что они уже теряли, и в их подсознании это засело, осталось, понимаете? Если человек не испытал что-либо, он не знает, как это происходит и что это такое. Только после того, как испытал, он понимает, что это, и уже избегает еще раз это испытывать. То есть страх потери. Значит, он уже терял этого человека. И сейчас он этим человеком дорожит. И в своей основной жизни с этим человеком он счастлив. Если он в других жизнях его не оценил и понял свою ошибку, то в основной жизни ему дают еще один шанс его встретить. И здесь он его любит, просто пылинки сдувает. И счастлив. Так вот, дорогие друзья, мистика во Вселенной существует. И оно объяснимо. Просто мало кто из людей раскрывает такие темы. И поэтому люди об этом не задумываются. А на самом деле, если сесть и подумать, сколько было в подсознании картин прошлого, ощущение того, что ты там уже был, и ты уже жил этой жизнью, и что у тебя была совершенно другая семья, если так сесть и поразмыслить, то вспомнится очень много таких деталей. А вот сейчас то, что вы слышите, вы уже слышите в своей основной жизни. Потому что материально основная жизнь, все остальное проходит подсознательно. Разум ваш живет в разных жизнях. А тело живет в окончательной жизни, в которой вам нужно дожить и уйти с этого мира. Но с опытом тех жизней, которые ваш разум прожил за одну жизнь. Всем удачи!